Люди постоянно совершают новые открытия, и многие из них поражают воображение. В этом видео мы собрали для вас самые удивительные и необычные находки со всего мира. Приятного просмотра. Склад советских рублей. В одной из заброшенных шахт группа российских исследователей наткнулась на поистине уникальную находку — подземное хранилище, до краев заполненное миллиардами советских рублей. Купюры, которые когда-то имели реальную ценность, сегодня превратились в исторические артефакты. Несмотря на десятилетия, проведенные под землей, они удивительно хорошо сохранились, цвета не выцвели, бумага не сгнила. Ученые предполагают, что склад был создан еще в конце 80-х годов, перед денежной реформой, и впоследствии просто забыт. Сейчас эти банкноты представляют огромную ценность не в денежном, а в историческом смысле. Такие открытия позволяют буквально прикоснуться к прошлому, но иногда память о нем носит куда более трагический характер. Мемориал К-19. На берегу Пяловского водохранилища под Москвой установлен уникальный памятник — рубка легендарной атомной подводной лодки К-19. Ее доставил сюда бывший член экипажа, старший матрос Владимир Романов. Этот мемориал напоминает о катастрофе 1961 года, когда во время учений произошла авария реактора. Экипаж из 139 человек сумел предотвратить ядерную катастрофу, но 32 моряка получили смертельные дозы облучения, 8 из которых погибли вскоре после инцидента. Позже лодка пережила еще несколько аварий, столкновение с американской субмариной и пожар, унесший десятки жизней. Из-за череды трагедий подлодку прозвали Хиросимой. Этот мемориал стал не только памятником, но и символом человеческой отваги. Затонувший СС «Тистелгорн». В 1955 году знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто обнаружил в Красном море британский грузовой пароход СС «Тистелгорн», потопленный немецкими самолетами в 1941 году. Судно везло военное снаряжение, сотни мотоциклов, грузовиков, автомобилей, танков и даже паровозов. Оно покоится на глубине 30 метров с легким креном, а груз внутри прекрасно сохранился. Сегодня Тистелгорн стал подводным музеем, куда ежегодно ныряют тысячи дайверов со всего мира. Среди покореженного металла и песка виднеются фары, шины, ящики с боеприпасами, словно время замерло в момент гибели корабля. Но не только море хранит следы истории. Ангары Байконура. В сердце Казахстана, среди пустынных степей, находятся заброшенные ангары космодрома Байконур. Когда-то здесь кипела жизнь, собирались ракеты и готовились к старту космические корабли. Спустя десятилетия два фотографа решились отправиться туда и сделать сенсационное открытие. Внутри ангаров они обнаружили ракету-носитель «Энергия» и орбитальный корабль «Буран», настоящие легенды советской космонавтики. «Буран» совершил единственный полет в 1988 году и стал первым аппаратом, способным полностью автоматически вернуться на Землю. Теперь оба колосса покрыты пылью, но даже в запустении они поражают своими масштабами и напоминают о времени, когда человечество мечтало о звездах. Заброшенные экскаваторы Украины. В Кировоградской области на территории бывшего Константиновского угольного разреза туристы наткнулись на гигантские машины, давно оставленные без дела. Самый большой из них — роторный экскаватор «Шерде» 5250, высотой более 30 метров и массой свыше 4000 тонн. Когда-то эти исполины ежедневно добывали тысячи тонн бурого угля, но в 2009 году шахту закрыли из-за долгов за электроэнергию, и техника осталась ржаветь прямо под открытым небом.
Сейчас они выглядят как механические динозавры, застывшие во времени. Впечатляющий памятник эпохи индустриализации. Кладбище китов в Чили. Во время строительства Панамериканского шоссе в пустыне Атакама рабочие неожиданно нашли десятки древних скелетов китов. Позднее сюда прибыли палеонтологи и выяснили, что это место — древнее кладбище, где сохранились останки более 40 морских существ, включая финвалов и синих китов. Предположительно, миллионы лет назад эти животные погибли из-за токсинов, выделяемых при цветении водорослей. После смерти их тело вынесло на берег, где они покрылись песком и сохранились до наших дней. Сегодня это место называют одним из важнейших палеонтологических открытий Южной Америки. Самолет Douglas DC-3 в Исландии. Среди черных вулканических песков Исландии лежат искореженные останки самолета Douglas DC-3, разбившегося в 1973 году. Экипаж тогда чудом выжил, а самолет так и остался лежать посреди бескрайней равнины. Металлический корпус, обгоревший и поржавевший, выглядит почти нереально на фоне темного ландшафта. Это место стало культовым среди фотографов и туристов, ведь сочетание разрушенной техники и суровой природы создает атмосферу постапокалипсиса. Танк Т-34. В Черкасской области поисковики подняли со дна озера советский танк Т-34, пролежавший под водой 64 года. Машина утонула во время Корсунь-Шевченковской операции, когда экипаж переправлялся через водоем под авиаударом. При подъеме оказалось, что танк сохранился удивительно хорошо. Даже боекомплект остался нетронутым, а внутри ощущался запах солярки. Эта находка стала живым напоминанием о подвигах военных времен. Средневековая церковь в Италии. В глубине итальянской провинции исследователи нашли древнюю церковь X века, скрытую от глаз несколько столетий. Несмотря на свой возраст, здание оказалось в отличном состоянии. Стены и фасады почти не пострадали. Настоящее же открытие ожидало внутри. Среди каменных плит стояла старинная карета, прекрасно сохранившаяся под сводами святилища. Ученые предполагают, что она принадлежала знатной семье и была спрятана здесь во времена смут. Истребитель Китти-Хок. В египетской пустыне нефтяники обнаружили самолет времен Второй мировой, британский истребитель Китти-Хок П-40. Он пролежал в песках более 70 лет, но сохранился удивительно хорошо. В кабине нашли личные вещи пилота и письма, так и не доставленные адресату. История этого самолета тронула весь мир. Он стал символом мужества и одиночества войны. Трилитон Баальбека. В ливанском городе Баальбек археологи и сегодня ломают голову над загадкой древних мегалитов. Каждый из этих каменных блоков весит от 800 до 1600 тонн, и никто точно не знает, как древние мастера сумели их вырубить, переместить и установить с такой точностью. Эти исполины до сих пор вызывают восхищение и служат напоминанием о невероятных возможностях древних цивилизаций. Инцидент в Рэндалшеме. В декабре 1980 года в английском лесу Рэндалшем произошел один из самых загадочных случаев в истории Великобритании. Несколько очевидцев, среди которых были военные, сообщили о ярком светящемся объекте, зависшем над лесом. На месте позже нашли следы посадки, примятую траву и почву, подвергшуюся сильному нагреву. Официальное расследование не дало ответа, и инцидент до сих пор остается одной из самых обсуждаемых встреч с неизвестным.
Лайнер «Очарованный Капри». На побережье Мексики волны омывают огромный заброшенный круизный лайнер «Очарованный Капри». Судно было построено в 1975 году в Финляндии как советский лайнер класса «Белоруссия» и долгие годы курсировало между странами Европы и Латинской Америки. После распада Союза Советских Социалистических Республик корабль сменил несколько владельцев и имен, но в начале 2000-х оказалось брошенным у берега. Его длина превышает 150 метров. На борту десятки кают, рестораны, театр, бассейн и даже больница. Сегодня лайнер стоит тихо, чуть накренившись на бок, а внутри все еще можно увидеть мебель, посуду и фрагменты интерьера, словно пассажиры покинули судно в спешке. Местные жители называют его «спящим гигантом» и проводят экскурсии для туристов, которые хотят своими глазами увидеть корабль, ставший частью морской легенды. Кладбище кораблей на острове Бруснева, на далеком севере России, в суровом море Лаптевых, среди льда и тумана затерян остров Бруснева. Здесь находится одно из самых северных кладбищ заброшенных судов. В бухте стоят ржавые корпуса старых паровых буксиров — «Санников», «Бегичев» и «Ленинград». Когда-то эти суда обеспечивали северные морские пути и доставляли грузы для полярных экспедиций, но с годами их списали и оставили на произвол судьбы. Теперь железные гиганты медленно разрушаются под воздействием морской соли и арктических ветров. Внутри кораблей ничего не осталось, лишь пустые каюты и проржавевшие переборки. Рядом на берегу можно увидеть останки фюзеляжа самолета Ли-2, потерпевшего крушение при неудачной посадке. Все это создает особую атмосферу, словно время застыло, а море бережно хранит память о тех, кто когда-то бороздил его ледяные просторы. Каждый уголок земли хранит свои тайны. В морских глубинах, под землей, в песках пустынь и среди гор. Эти удивительные находки напоминают нам, что история мира не завершена, прошлое продолжает открываться тем, кто не боится искать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.